Окей, хорошо. Так, давай вернемся к нашему прекрасному орку. Потому что я уже жду. Все ждут покраску. Я думаю, что там половина наших зрителей уже так кулаки сжали и такие: Господи, Так, господи. скоро. Так, ну, Скоро-скоро, да. на этом. Вот, еще бы хотел потом, если время будет, рассказать про еще один интересный момент, как можно накладывать это occlusion. Конечно. Рассказывай. У Не нас может быть, сегодня, так как мы решили, что мужской стрим, у нас сегодня нет рамок. Не обязательно сидеть до 12. Можно и попозже, если ты не заснешь там и так далее. да, Вот. по идее. Вот. Ну все, Вот, ну, значит, мы сейчас максимальный максимум информации делаем. просто опять же это, по-моему, когда Архматуллин смотрел картинки, ну, очень нравились там. У него, он выложил какой-то процесс свой на ArtStation, где он там показывал, что он тени какие-то цветные накладывает поверх флетового изображения. Вот, и мне стало интересно, как это можно сделать, но очень быстро, типа. И вот нашел один способ. Не Мгм. знаю, правда, сейчас у меня в этом фотошопе функция такая будет. Вот, то есть, к примеру, заливаю сейчас одним цветом, каким-нибудь вот таким, потом посветлее сделаю. Именно чтобы накладывать occlusion тени такие однотонные, типа. Мгм. Ну, то есть не однотонные, одного оттенка. Мгм. Показывай, любопытно, сразу. Это, опять же, вот все из области экспериментов моих, чокнутых. К примеру, вот так сделаем чуть-чуть посветлее. Ну, то есть видите, что у меня горячие клавиши на всю фигню наложены, там, вызов Hue Мгм, Saturation, мгм. что-то. Вот, допустим, можем наложить еще дополнительный оттеночек там, где у нас, типа, не знаю, как по-умному сказать, носик, типа, ушки, кровоток или как там. Вот, типа, какой-нибудь чуть более зеленоватый такой, там, где у нас щетинка, типа, идет. Мгм. Вот, есть у нас какая-то база. И, ой, что-то сделал. Вот. И теперь, даже не знаю, как это по-умному рассказать, объяснить. То есть сейчас я хочу сделать occlusion каким-нибудь, допустим, синим, чтобы у меня Мгм. был. Я создаю, ну, папочку как бы со слоем внутри. И, допустим, вот рисую вот таким цветом. Там сейчас стираем. Там под носом еще таким. Вот. И главная фишка, что... Ага. Нет, боюсь, не получится. Для этой фишки нужно, короче, чтобы на папку целиком можно было наложить стили, ну, стили слоя. Вот. Блин, не получится. Ну, хотя бы на слой покажи, Да, наложи вот на слой, такое чтобы попробую показать. хотя бы. В общем, когда у нас здесь будет куча слоев Да. разных, пусть они даже с разным цветом в Мгм. папке вот в этой, на папку мы кликаем и делаем, короче, color overlay, чтобы он нам все, что в этой папке, закрашивал, допустим, одним цветом. И то есть пусть у нас там даже какие-то желтые, голубые, белые тона, он нам будет их полностью закрашивать вот в такой синий. И Мгм. в итоге, допустим, папки целиком даем там стиль наложения Multiply. Вот, к примеру, вот сейчас создал новый стиль, новый слой, и Да. беру белый. То есть он имеет какие-то пиксели, да? И вот, допустим, когда я крашу, так, понял. Это же должно быть на папке, Да, чтобы... ну на слой попробуй на Вот, том ну, покрасить, допустим, который, вот так. да. Так, что-то произошло. Да, вот, то есть я накинул этот стиль слоя, заливку на этот слой, и любым цветом могу здесь рисовать, он у меня будет автоматически синим. И, собственно, плюшка в этом том, что у вас будет везде один цвет синий, то есть не будет скакать от какого-нибудь голубого к зеленому, и вы можете абсолютно создавать новый. Менять его, да. Еще и варьировать, посмотреть Да, какие-то. да, и в любой момент можете зайти здесь, допустим, сделать светлее там цвет. Ну и наложить как бы occlusion таким образом. Опять же, ну, создаете быстро какой-нибудь слой, типа жахнули здесь, стерли, а у вас он все считает как одну картинку. Мгм. Вот. И то есть они накладываются один на другой, они не умножаются, ничего. Они смотрят, ну, сейчас тут понятно, что не так. Но Мгм. когда это все будет в папке, они будут смотреть как просто, как будто вся эта папка это один рисунок.
Вот, и с помощью такого можно быстро окклюжн делать, там, с какими-нибудь цветами. Ну, допустим, если у вас тут несколько слоев, на любом слое, допустим, здесь подтереть, другие слои вы не заденете. Вот. Ну, как бы довольно быстро получается. Я, может, потом как-нибудь покажу это уже, когда в Photoshop себе новый поставлю. Вот. Но я как бы недолго этим баловался, потому что у меня все-таки процесс немножко другой. Это был такой эксперимент. Окейшки, слушай, отлично, просто день секретиков и техник. Очень Вот. техничный стрим за техники у нас на самом деле сейчас идет. Вот, сейчас метальчик крашу. У метальчика, естественно, там отражающие всякие поверхности. И нужно смотреть, как именно если вы будете делать градиент, делать свой тональный рисунок, там, опираясь на градиент, как они себя ведут, типа, что если это металл, и у вас, допустим, светлый участок дает коричневатый оттенок, а темный там голубоватый, вы можете светлые участки где-нибудь, ну, допустим, не в тех местах, где свет добавлять, таким образом у вас металл будет там местами коричневатый. То есть это нужно все пробовать, смотреть именно под свою технику. Вот, и главная фишка у меня в последние месяцы, что темные места я только в места, куда свет меньше попадает, добавляю. Таким образом сохраняется какой-то объем. А позволь спросить, у тебя вот тень, как в ухе, она будет на второй части лица персонажа там или в Вот. глазах и так далее, да? Здесь я уже буду более темным добавлять, и плюс, возможно, знаешь, базовый тон, который у меня, который не светлый, а нейтральный, им тоже буду где-то типа окклюжн какой-то делать. Вот. К этому мы придем. Окей, хорошо. Кстати, я так понимаю, что ты же не всегда в любом случае быстро рисовал, то есть это просто практика и все, и Да, ничего да, более. практика только. Понятно. Хорошо. Ну, то есть серии всегда, когда рисуешь в одном стиле, уже просто рука набивается и Ну да, у тебя есть банально. какие-то уже образы, понятия, как объем ложится. То есть вот за время, ну, как бы учебы в художественном колледже на мультипликатора, ну, так сказать, набил глаз именно на объемы, как они в пространстве работают. Допустим, у нас же там были типа уроки, вот, грубо говоря, вот такую голову нужно сделать анимацию, что она на 360 градусов крутится. И ты вот это все простраиваешь, думаешь, как оно будет в объем, ну, в перспективе там потом выглядеть, делаешь, и как-то, ну, мозг уже по-другому начинает работать, и поэтому, зная, как объем, ну, как свет ложится на форму, и учитывая, что ты форму можешь в 3D, ну, в голове простраивать, ты уже без проблем как бы свет кладешь, потому что у тебя есть знания великие. Вот, как-то так. Помню, раньше очень нравилось, как Антон Земсков, когда мы работали над королевством, текстуры делал металла, камней, а я тогда очень-очень плохо это все делал. Я прям жаждал уметь так же делать. И как-то, ну, со временем, с практикой, там, текстур было очень много каменных, набил таки руку. Вот, там вспомнил, кстати, момент, когда я текстурил фонарь, а он просто такой какой-то круглый, металлический, гномский, он там стоит, типа, в городе на земле, и я что-то там вот так маленькой кисточкой вот так вот давай такой вырисовывать, что-то там свет. В итоге Никонов такой подошел, типа, что ты паришься? Типа, возьми вот так вот реально мягкой кистью, жахни, вот тебе все, фонарь. А я еще такой подумал, как так, я же вот вырисовываю, сижу, не хочу это делать. Ну, наверное, многие так думают, когда им что-нибудь советуют. Вот, но в итоге это выглядит гораздо быстрее, то есть, чем бы я вот так ручками аккуратненько что-то вырисовывал. То есть нужно знать, где это можно сделать. И как раз вот для таких целей я и приучил себя создавать новый слой и жирной кистью мазать, потом стирая, Я чтобы экономить время. использую это как рекламу. Это, знаешь, почти всех людей, кого Артур упоминает в стриме, уже были на наших стримах, собственно. Да. И Антон, И это еще не и все. супружеская пара Никоновых тоже. И это Да, еще к не все. сожалению, правда, так и не посмотрел их стрим, потому Ой, у что... них был отличный стрим, они совушку рисовали, я до сих пор помню. Причем они по очереди рисовали же. Да ладно, Да, они по очереди, они вдвоем на стриме были. я Отлично обязательно было, вот гляну. шикарнейший стрим. Запись есть, вон, иди посмотри, Да, там был с я начинал шутейками. смотреть, но
мне очень тяжело именно высидеть там такое большое количество времени. А ведь не хочется там как-то на бэк это, чтобы там играл, хочется посмотреть. Вот, Для этого нужен поэтому второй монитор. Просто. у меня сейчас раз монитор, вот Cintiq, на котором я работаю, и как раз сейчас еще ноутбук открыт. Там я включил вот, собственно, этот стрим, который идет, чтобы посмотреть, как это вообще все происходит. Так что с монитором у меня, в принципе, нормально. Вот, просто поэтому и «Игры престолов» так ни разу не посмотрел, потому что хочется все-таки сесть и капитально посмотреть, а времени нету. Не из-за того, что я типа, такой занятой, а из-за того, что ленивый какой-то. Лень сидеть столько. Так, сейчас я кладу, значит, уже хайлайты, Мгм. какие-то светлые участки. То есть вот здесь, где у меня тень, я хайлайт вообще не добавляю. Потому что, ну, как туда хайлайт попадет, если там тень? Ну, если, конечно, источник света какой-то там есть дополнительный, то может. Вот. Но хайлайты я кладу только на освещенных участках. Вот, кстати, небольшой автоп, то есть по метальчику. В какой-то момент методом изучения, ну, раньше я рисовал там, типа, допустим, металл в тени тоже там какие-то блики делал Мгм. интересные. Но в итоге понял, что если падает какая-то большая тень Мгм. на металлический, ну, на металлическую, так сказать, поверхность, то там бликов не будет. Там будут какие-то, ну, контрастные объемы, такие темные, светлые, но не будет хайлайтов. Вот. Просто чтобы объемчики чувствовались. Вот такой вот советик. Так, вот черепушечка. Черепушечку я сейчас тут добавлю сразу еще это. Более темненьких элементов. Так, вот этот глазик у меня с теневой стороны лежит, так что в него я добавлю темноты такой прям жесткой. Буквально весь диапазон, который есть у меня, черноты. Вот. Но опять же, это очень маленький элемент, и не будет никакой черноты в итоге. А вот этот глазик у меня, он более на освещенной стороне, поэтому сюда я добавлю всего несколько темных таких пятнышек, чисто чтобы, ну, как бы объем был такой более контрастненький. Но не буду чернить, так как там. Вот. В носике такой, чисто маленькие вот акценты, это очень хорошо. Не делать как бы целиком, но вот так вот обводить одной жирной линией. Мгм. А так маленькие где-то. Картиночка становится, ну, гораздо живее вообще. Ну вот. Такая вот черепушка получилась. Планирую, чтобы она была золотой. Так, ладно, надо немножко ускориться. А то что тут расслабился. Так, зубки вот блестящие. То есть изучайте как бы отражающие поверхности объектов, отражающие способности объектов. К Мгм. примеру, смотрите, как зубы там отражают, типа свет, там каким-нибудь маленьким бликом. Изучайте там клыки, как они выглядят, чтобы не приходилось, когда придется из головы выдумывать, как у них там что идет. Посмотрели несколько раз, там что-то попробовали сделать, и уже запомнили, что они там, к примеру, у основания более какие-то беленькие или желтые, там на концах темные. Вот, то есть это все будет полезно в конце-то концов. Тут, кстати, еще тоже такой животрепещущий вопрос. Не собираешься ли ты учеников брать? О, нет, вот это тоже, тоже как бы не моя область. Это тоже То есть, Никита Булатов спрашивает. а, нет. Ну, так кратко пока что сейчас поясню. Потому что это нужно, ну, как бы готовиться, там какую-то программу подготавливать, там постоянно, ну, с учениками типа, тусить. Фидбэки И и так далее. да, фидбэк. Я как бы люблю, ну, как бы помогать. Я вообще обожаю помогать, люблю всякие советы давать. То есть, как бы мне это приятно реально. Но прям конкретно там по скайпу сидеть 30 минут, ну, бывало, конечно, такое. Вот. С кем-то заниматься, нет, это не мое. Как бы, если у кого-то какие-то вопросы там возникают, ну, по жизни, вы можете мне легко писать в личку, ВКонтакте там.
вот, спрашивать. Я с радостью как бы отвечу, помогу, там, оверпейнты сделаю, ну, как бы, если время все есть. Слушай, ты сейчас вот делаешь очень большую ошибку. У нас И достаточно я, крупная аудитория, и ты сейчас такой, да не, я с радостью сделаю Overpaint. Хопа, такой, 13 тысяч картинок просто завтра с вот, утра. поэтому я сказал, что если время есть, я как бы понял, на что я Нет, подписан. они этого не услышат, ты не понимаешь. Не услышит У никто, них что уже если все, время есть. Все, услышали первую фразу, я с радостью сделаю тебе Overpaint, и все. помню. Уже вот, уже ломанули, все. Начали, пошли стучаться. Пишет, что пошла, все. Уже пишет, кто последний в очереди. Слушай, они сейчас к тебе уже талончики будут выдавать. Электронно, ну, Да, пора уже. электронная очередь. Тебе пора купить эту штучку Киматик, которая номерочки выдает. М, обязательно. Да. Или Не, деньги как за бы это если брать. время у меня есть, я всегда рад кому-то там отфидбэчить. Вот поэтому, на самом деле, пишите. Или если где-то там, ну, на каком-нибудь CG Space там или Спике, или где угодно, то есть, ну, подходите спокойно вообще, спрашивайте, что вас интересует, если есть такая необходимость, конечно. Да ты на CG Space на третий не приехал, как ты мог? А что там было? Господи, что там был? Там Марат Арс был с Рябовичевым, с Андреем. Слушай, так я был там, Ты был там? конечно. Да. Я же еще за водичкой ходил за Точно, я кулисами. дурак. Ты, значит, не был на втором. Вот. Да, да, Ты на да. втором был, а не на третьем. Я перепутал, на каком ты не был. Ой, окей, Было круто, было интересно. да. Ох, на самом Так, деле, нет, сейчас уже реально пишут, что все хана. Тебе сейчас пойдут писать. Кстати, а ты не хочешь Patreon себе завести и на Патреоне что-нибудь таким подобным? я думал, Потому как что это бы, не менторство и менторство одновременно. То есть удобно же. Я думаю, что у тебя но бы как бы я расхватали. все-таки решил, что лучше тогда уже Gumroad, потому что с Патреоном я вот спрашивал у Никоновых, они сказали, что там немножко все-таки геморройно, и даже они как бы со знанием языка, ну, я, конечно, тоже более-менее язык знаю, вот, они там ну, долго разбирались, как пришлось поразбираться все-таки, но там еще и нужно постоянно это что-то выкладывать, Ну да, вот, там типа надо, этим типа нужно раз в заниматься. неделю обязательно что-то выкладывать. Ну там ты сам себе ставишь, когда ты выкладываешь. Это да, это как бы вот есть такое. Ну, в общем, я даже на Гамроуде зарегался, но пока что не разбирался, что там вообще почем, как бы, что там Ну, можно делать. я тебе расскажу, что можно делать на А, Гамроуде. если так, то окей. Не вопрос. Я уже выяснил все тонкости. Супер. На Патреоне тоже выяснили. Как Любопытно бы очень. думал сначала, ну, это в первую очередь там за 0 баксов выложить всякие PSD-шники степ-бай-степ, которые я тут ВКонтакте бесплатно Ну да. выкладывал. Ну Вот, так а и потом, делают в основном, да. ну, главное начать. Вот. Да, кстати, ты не боишься, что вот после твоего объявления реально люди забудут о скромности и тебе начнут просто писать там из серии, где мой Overpaint? Ну, кстати, вот, да, такой вопрос. Я не люблю, когда нескромно как-то заходят там к незнакомым людям, начинают что-то гнать. Тоже бывали такие случаи, когда вроде незнакомые люди начинают тебе стучаться, и, ну, как бы в очень вольной манере общения такой, что-то там гнать, извините за слово такое. А на Вот, тему? такого я не люблю. Ну, я не буду говорить, как бы. Ну, хотя бы микропример такой, чтобы понимали, о чем речь. Ну, микропример такой, без имен и лиц. Я просто думаю, если я скажу, человек этот сразу поймет, о ком я. Вот. Ну и Ну, что? ну, я не люблю людей как бы обижать. Вот. Не-не-не, обижать это мы вырежем, и просто я не люблю людей. Все, другим один. Этим все сказано. Да, Вот. Ну, просто так скажу, что все-таки я приверженец такой более классической формы, что ли, общения, типа, вежливость. да, ну, как бы, окей, там, привет, как дела, но без такого hello, там, нига, как коничева. Вот это вот примеры из жизни, так скажем. То есть сразу уже автоматом такое немножко отношение Понебратское. неизвестный человек. Да, то есть абсолютно незнакомые люди, вот. Как бы я вообще доброжелательный человек, но все какие-то приличия должны быть. Разумеется. Кстати, скажи, пожалуйста, ты ни разу за все время не отзеркалил картинку? Ну да. Зер- Я, з- кстати, таким не занимаюсь. Не занимаешься, не зеркалишь картинку? Только когда уже, наверное, поздно. Не знаю, просто как-то раньше зеркалил, потом в какой-то момент перестал.
Слушай, ну просто он такой выразительный, его можно там, знаешь, кучу вариантов придумать, кучу подписей для Хм. этой картинки. Там типа, ну, начиная от того, что «Эй, я смотрю, у тебя новый телефон», там типа того, и заканчивая там, не знаю, типа, извините, рисуешь, сука, вот типа того. Мгм. Это можно, если у кого-то возникнет желание, то пожалуйста. Вот, что-то уже смотрю, время 11, а я, блин, все тут возюкаю Да, это. 11.11, более того. Ну, я уже сказал, что так как сегодня у нас стрим про техники, мы не будем сидеть четко до 12 из серии, когда ты доделаешь, тогда закончим уже. Ну и, Мгм. естественно, будем от тебя идти, чтобы ты не устал совсем, не замучился. Хотя 2 часа, Ну, кстати, очень незаметно пролетели, мы с тобой ну как-то да, растрещались. согласен. Ну, сейчас такое, ну, как бы, самочувствие вполне себе хорошее, так что есть что, можно посидеть. Обязательно. Ты говори, если что, сразу. А, Так, Когда скажешь, что нет, все, задолбали, я устал. А, вот, собственно, сейчас я использую... погодь, я же рисовал хайлайты, блин. Да, Что-то перешел в темные такие, смотрю, что-то не хватает хайлайтиков тут. да. Хотел Давай. уж про темные начать рассказывать, что буду рисовать, но... Давай закончим с хайлайтами, с темными, а я постараюсь меньше отвлекать тебя вопросами, чтобы ты Мгм. больше отрисовал. Так, ну давай тогда как минимум попробую лицо это более-менее зафинализировать. Так. Вот, ну сейчас такие чисто хайлайтики добавляю. Мгм. Не слишком много, чтобы они потом, ну, как бы цвет не перебивали какой-то основной. То есть хайлайты это именно для каких-то акцентов, там, светлых участков и прочего. Я как бы впоследствии, ну, смотрел, как я делаю хайлайты, как потом это отражается на градиент мэпе, то есть как он заливается, и исходя из этого там делал меньше, к примеру, хайлайтов. То есть я смотрел, как это все работает, и ну, действовал относительно этого. Окей. Так, тут еще вопрос задают. Здравствуйте, понял, имею проблемы с базой. Вот вопрос. Не хочу рисовать натюрморты и геометрию. В скобочках, ну убейте, для меня это скучно. Можно ли заменить их на простенькие пейзажи? Будет ли иметь такой подход смысл? Как мне кажется, всяко лучше, чем долбить персонажку без понимания базы. Мгм. Ну, базу все-таки получить нужно хотя бы, ну, самую основную, что там свет, тень, там рефлексы, чтобы, ну, знать, что такое есть вообще. Пейзажи, ну, там немножко, мне кажется, по-другому все-таки идет. Там, потому что более какие-то такие большие площади, и там не прорисуешь мелких там рефлексов. Там какое-то все более обобщенное. Вот, я сам никогда не любил рисовать эти всякие натюрморты в колледже, но приходилось, как бы, и все-таки, скажу честно, есть от этого польза. Именно в том, чтобы набивать руку, не лениться, как-то в голове, чтобы у тебя уже откладывалась какая-то информация. Вот, поэтому лениво, не лениво, но все-таки стоит сделать, польза огромная будет от этого. Знать бы еще, ну, насколько там начальный уровень вот у человека. Человек, напиши Артуру, и Артур скажет тебе, какой у тебя уровень. Покажи мне свои работы, и я скажу Ну, тебе, кто кстати, ты. да, пускай это, может, ВКонтакте мне напишет, посмотрю, что-нибудь порекомендую. Так, Слушай, да хайлайт. ты святой. Ну, Серьезно. виноват. Так, вот хайлайтиком здесь сейчас на шапочке кладем местами. То есть у нас есть уже какой-то общий светлый тон. Мгм. Вот, и сейчас делаю там, допустим, складки, которые, ну, чуть более резкие дают эти цветовые пятнышки такие. Вот. То есть не особо много так местами. Ну, я активно пальцем, кстати, пользуюсь. Вот, только палец у меня непростой. М. Палец у меня с особыми настроечками, которые я подглядел, э, может, года 4 назад у кого-то на DeviantArt. Ага, Сейчас, и что же это за настройки, чтобы сейчас вот они у всех скажу, были? да. Это обычно, сейчас найду ее тут у себя. Обычная круглая кисточка, Мгм. вот это. То есть самая обычная. Да.
но на строчке у нее, короче, стоит шаг Угу. приблизительно на 50%. Угу. А скеттеринг, ну, небольшой этот разброс, чтобы они неровно в линию шли, они много Угу. ниже. Ну и трансфер. И вроде бы все. А на что это влияет? Для чего такие Я настройки? сейчас покажу. Ой. К примеру, вот сейчас сделаю такую жесткую штучку. Вот, обычный палец, допустим, с мягкой кистью. Им приходится, ну, рукой вот так возить, Да. чтобы там как-то размазал. А учитывая, что у этого у него стоит разброс свой, Угу. что Да. автоматически ведется, он сам все это делает. Сейчас он найдет кисточку, вот она. То есть ты просто проводишь линию снизу вверх. Ага, и она сразу мешает. Да, у него есть шаг какой-то и разброс. И то есть он заменяет вот это вот движение рукой. То есть провел, Ого, бац, он вот так задел. круто. То Слушай, есть а миксер браш же не то же самое делает? вот миксер браш в фотошопе меня как-то не особо порадовал, поскольку я всегда грезил исключительно пейнтером. Угу. Вот, и поэтому я как-то не стал особо в нем разбираться. Единственные фишки я начал, ну, недавно так более-менее поглядывать, именно в том плане, что захватываешь какой-нибудь цвет. Сейчас покажу, кстати, на примере. Так, так, беру жесткую, к примеру, кисть. Настройки там надо поиграться. Сейчас я не знаю, у меня точно стоят или нет. Ну, к примеру, берем. Так, сейчас поставлю галочку сплит, чтобы со всех слоев Угу. брать. Вот. И, к примеру, беру вот этот кусочек. И он у меня начинает вот такой фигню рисовать. Типа, беру какой-нибудь другой кусочек, он начинает вот так, типа, закрашивать. И получается, ну, как у Гловея, мне очень нравится у него. Очень такой, ну, как будто он в Painter рисует мазки с какой-то толщиной, там, нестандартной. Вот, я как бы, ну, какое-то время баловался так. То есть берешь какой-нибудь цвет, там, он тебе сразу вот так. Ну, это в цвете, если делаешь, там интересно выглядит. Вот, у этого есть, конечно, еще и другие техники. К примеру, нарисовал кусочек какого-нибудь дерева, Угу. взял с него пример, и вот так, ну, там установки кисти делаешь, чтобы шаг также был, и он тебе автоматически вот такие, допустим, деревья клонирует. Для Угу. концепт-арта там Да. хорошо. Это опять же из видео. Я там нашел человечка в одного. Вот, то есть куча вот таких мелких фич, которые где-то подсмотрели, они вообще очень помогают. Так, ладно, вернемся к обычной кисти. Вот, пальчик показал вам. Полезный. Полезный пальчик показал, да, отлично. Так, что тут? Хайлайты вроде с этой стороны положил какие-то основные. Так, немножечко вот тут. И тогда перейду к темным элементам. Угу. Вот, то есть, учитывая, что у меня здесь тень, здесь света нету, я добавляю именно местами вот такой тоненькой линии, там где-нибудь, чтобы подчеркнуть в темных уголках, там, где форма заходит куда-то. Так. Вот, то есть, к примеру, крашу одним цветом, Угу. потом, ну, цвет тут, конечно, слово такое неподходящее, но ладно. Вот, потом, когда, допустим, у меня уже наложен какой-то общий тон, я беру еще темнее, ну, уже из своих заготовок. Ну, и как повторюсь, вот местами там парочку точечек делаю. Так, к примеру, вот тут глазик. Так, такой шальной у него глаз Угу. стандартный. Вот здесь, по сути, нет таких прям уж темных элементов, поэтому я не так много их здесь юзаю. Есть только там что-нибудь чуть-чуть подчеркнуть Угу. форму. Вот. И как раз сейчас в это ушко перейду, учитывая, что оно в тени. Здесь есть все-таки вот такие прям темненькие элементы. Вот. Но опять же, я все ухо вот так не закрашиваю, поскольку я знаю, что вот этот вот тон, это у меня и так уже тень, это темный элемент. Еще чернее делать не надо. Вот здесь трудно удержаться, чтобы реально там половину лица не закрасить в такое Мгм. черное.
Вот, как бы поэтому я палитру сделал и строго-строго ей следую. То есть я знаю, что темные уголки у меня только для маленьких акцентов. У меня есть специально для тени. Вот его только и юзаю, типа. Смотрел вот старые работы сегодня, боже, там так чернил, мама дорогая. И прям удалил всю эту папку. Зашел что-то сегодня, ну, хотел там найти материалы для стрима. Зашел на CG Warrior сайт, и что-то, видимо, они там закрываются, что ли. Я, Что-то к сожалению, почитал, не так отслеживаю. я тоже не отслеживал. Но это был форум первый, на котором я сидел. Вот, то есть там выкладывался, участвовал в разных батлах. Вот. Хорошо как бы на каком-нибудь форуме сидеть, ну, где адекватные люди, конечно, которые дают советы, там, комментарии положительные, отрицательные. То есть все это нужно, все-таки живое общение, чем вариться, так сказать, в своем соку. Да, мне кажется, сейчас у художников наоборот лучше комьюнити стало, то есть больше пабликов, где люди собираются и так Это далее. Каждый себе что-то находит свое собственное. Вот опять же те же мероприятия, там ходят все, в общем, разных куча. да, просто когда все-таки я начинал, форумов было не так Ну много. да, Вот, был еще концепт-арт, орг, конечно. на котором сидел. Я тоже, Потом, я тоже там сидел. вот. Ну, было прикольно, как бы, да, там комментарии всякие, прочее. Так, вот здесь мы сейчас добавим типа, падающую тенюшку от этого, от кепка или беретка, уж не знаю даже. То есть вот очень важная фишка, которую мне подсказал Самохин Алексей в свое время, это нужно делать падающую тень на лицо там от волос, от шапок, потому что я раньше этого не делал, я рисовал что-то, но у меня вот этой, допустим, падающей тени не было. А он как-то раз так, ну, сделал оверпейнт, там работаем мы фрилансеры на Towards Mars тогда. Угу. Вот, и я такой, ну, как бы все, заметил вот эту маленькую фишечку, отложил у себя в голове и с тех пор вот использую. То Я, есть это очень важно. я с ним, кстати, недавно виделся совершенно случайно. Вот. Случай. Он делает, ну, на конференции White Nights, конференции разработчиков в Питере, вот, А, они сделали какую-то небольшую игру, инди-игру, по стилистике очень напоминает, был такой квест, не знаю, помнишь ли ты или нет, Legends of Kirandia, Легенда Кирандии. не, Вот. не. Ну и, в общем, и они сделали игру, квест, при том, что вот в Пиксельный. современную, да, пиксельную, в Мгм. современную эпоху мобилок сделать квест там без доната и все, где просто и реально интеллектуальное решение задачи, юмористическое, там Мгм. даже отсылки какие-то на утиные истории были и так далее, очень веселый. Ну, вот. И я такой, опа, блин, художник Алексей Самохин, я такой, твою ж медь, здравствуй, привет и так далее, приятно познакомиться. Причем Мгм. он меня узнал раньше, чем я его, и мне было жутко стыдно. Вот. Вот. Хотя его статьи по артам я читал, когда еще я учился, совсем-совсем учился рисовать, А, только вот начинал. да, он Вот. очень такие годные Да. статьи делал, по которым я тоже учился, смотрел. Так, вот сейчас мы тут красим в тени, и Мгм. учитывая, что ну, здесь особо нет мест таких глубоких, где можно добавить вот такой темный, я использую именно в данном случае, ну, в тени вот здесь, темный, ну, то есть тон тени и тон базового цвета. То есть, учитывая, что с этой стороны у меня свет используется, с этой я использую базовый, который не светлый, но и в то же время создает какой-то объем, чтобы не чернить и в то же время сохранялась плановость какая-то на лице. Там Антон Земсков тебе пишет «жги». А, Пришел. спасибо, Антоха. Спасибо. Стараемся. Так, Вся вот, тусовка собралась. а, подтягивается потихоньку. Ну да, все подтягиваются. Надеюсь, еще знакомые придут. Да там Вот, дофига знакомых. Там Бабчара в чате, собственно. Там Попкинс, Артур тоже. Вот. привет, ребята. Вот. Тут Рад. много, много народа, на самом деле. Чудно, чудно. Очень приятно. Ну, продолжай, давай, фигачить, а то мы так затрепимся и вообще ничего не сделаем. Давай. Все же Да. тут покрас. Мы не Так, можем их ладно. подводить. Немножко вот здесь по краю пущу темный. Не по всей линии, а так вот, чтобы не выглядел комиксно, это так объемчик был. Мгм. Вот. Здесь тоже темненьким пущу. Не знаю.
запустил темненький цвет. Вот. Как-то так вот получается. То есть особо не черню, местами вот добавляю. И получился вот такой вот фейс у него. Так, ладно, немножечко ускорюсь. Так. Тогда давайте, если вопросы есть, как бы задавайте, я пока что это придержу язык, рисую. Ну или не порисую, как лучше. Что-нибудь будешь лучше объяснять. На самом деле, главное, чтобы вот ты успел показать покраску. Да, тогда я сейчас вот цепулю докрашу, поскольку она металлическая, Мгм. метальчик на градиент мэпах я люблю. Вот, и тогда уже перейду к покрасочке. Мгм. Вот. У металла очень главная, самая главная тема, это чтобы он был очень контрастный, перепады между светлыми и темными элементами, чтобы были, ну, резкие, в зависимости от того, насколько наполированный там метальчик. Вот, то есть не делать какими-то там более матовыми, если это не матовый металл. И тогда металл будет выглядеть как металл. Вот, кстати говоря, без глубоких теней, таких очень-очень жестких, черных, вот при этом он тебе действительно уже начинает выглядеть как металл. Ох, секреты и фишечки. Вот. Еще очень важная фишка в рисовании металла – это хайлайты. То есть обязательно не делать как бы везде одинаковый такой прям блестящий свет, если это, конечно, он не под испепеляющим там солнцем находится. Вот. А, допустим, делаете вы какой-то такой, ну, тускленький рисунок, там темненький такой какой-то брикетик. Вот если вы поставите туда прям яркий такой блик куда-нибудь, это уже будет прям, ну, прям пародия на металл на какой-нибудь, и у людей не будет возникать вопросов. То есть четче, резче блики. Хотя бы один. И тогда все будет хорошо. Окей. Так, пишут то, что звук стал заикаться. М. Сейчас вроде... Ребят, заикается сейчас звук или нет? Вроде нормально все. Или это глюк? Нет, все, пишет норма. Испугали. Я уже думал, там что-то не то. Так, Так. вот, Угу. вот сейчас у меня вот эта область, она как бы в тени, поэтому я туда не буду ставить каких-то прям, ну, вот таких вот резких бликов. То есть там есть какой-то светлый участок, который там, к примеру, небо Угу. рефлексирует, но учитывая, что он в тени и солнце туда не должно попадать, вот, я там делать этого не буду. Тогда будет, ну, как бы по объему все четко читаться. А вот на светлой части, вот, пожалуйста, блики, Угу. самый какой-нибудь вот светлый цвет, практически белый, но не белый, беру только для самых-самых таких маленьких моментиков, где-нибудь там поставить бликушечку. Вот, а бликушечки, они на металле нужны. Такие дела. Еще как. Так, вопрос необычный. Я не знаю, может быть, он с каким-то подколом, может быть, это связано с какой-то вашей местностью, шутеечкой. Я не знаю, но человек по имени Марат спрашивает тебя: Артур, скажи, пожалуйста, а кто, по-твоему, самый лучший моделлер в мире? Естественно, Латыпов Марат. Ему просто нету равных. Ну, это он вопрос создает. Ну, Но он знает просто, кто самый лучший, поэтому ой, решил вот отлично. подкалывать. Маратик, привет. Ой. Так, вот, собственно, наложил. А что за шутейка такая? Ну, местная, как бы мы работаем в RG Games особо. Ну, то есть в Rocket Jump теперь. Да, Поэтому вот подкалываем так друг друга. хорошо. Так, вот сейчас это у меня какая-то тут своего рода кожа должна быть. Поэтому рефлексиков на нее немножечко кладу.
То есть не рефлексиков, а таких ярких бликов. Кожа, она, конечно, бывает тоже разная по материальности. Какая-то более такая, бархатная, что ли, можно так сказать. Какая-то больше отражает. Вот, тут уже сами решаете, какая у вас кожа, типа. Так и делайте, типа. Вот, я как бы часто так мазюкаю какой-нибудь кисточкой и просто пальчиком, ну, как бы подблюриваю Мгм. время от времени. Вот. Так, вот здесь тоже поставим что-нибудь светлое участки. Так, вот. Сейчас прям еще темненьким, самым-самым темненьким вот здесь делаю в углублении. То есть обычным темным я там уже что-то навозюкал, а чтобы еще больше глубины добавить, прям небольшие такие кусочки там плюхаю. Так, Шикарнейше. синюшечка. Так, как-то вот так. Ну, перейду тогда к покрасочке его, может потом доделаю, может так оставлю. Вот метальчик, то есть видите, такой прям блестящий. Да. Видно, где у него тень за счет того, что блики я там не стал делать. Можно было бы, если бы это было, ну, где-нибудь вообще у него под юбкой висел метальчик, то можно было бы здесь вообще, ну, как бы еще меньше сделать светлых участков. Вот, и выглядел бы он вот так. Но за счет там контраста между темным и более-менее светлым считалось бы все равно, что метальчик. А было бы еще круче, если бы он был вот так в тени, а когда на свет уже выходит, он там начал бы блестеть, тут бы уже все вообще вопросы отпали сами с собой. Вот. И, собственно, вот так вот последние рисуночки я делаю именно по такому принципу. Мгм. Такой вот тональный разброс на стене, расстановочки вот так. Вот. Остальное все уже делает градиент мэп, именно если мне нужно темнее где-то сделать, где-то светлее. Так, вот здесь у нас типа свет будет вообще не особо пропускаться, Мгм. поэтому здесь я прям темненьким цветом вот так жахну. И еще где-нибудь в уголку, прям в уголке, прям таким еще темнее. Так, и сейчас это мы все лишнее сотрем. Вот, как-то вот такой вот получился. И не черный, ничего. Так, ну плечо тогда я дальше трогать не буду, перейду уже к градиент мэпу. Мгм. А, Надеюсь, кстати, да, покажи сейчас тем, кто уже забыл, стал лайн-арт и вот, собственно, лайн и объем. Ты только что так. вот включал. Вот, Лайн. кстати, ну, к слову, пришлось еще про горячие клавиши, которые я Да. нашел, ну, которые я поставил, нашел необходимость в них. Это блокировка слоя, если вам нужно часто, ну, знаете, заблокировать слой, чтобы за его границей нельзя было там ничего Мгм. нарисовать. Это если поставил на вопросительный знак, то есть вот по нажатию клавиши он просто блокируется. Ну, это по работе мне там просто нужно Мгм. с картами совсем. И плюс еще я поставил горячую клавишу на command и вопрос. Это скрыть и показать слой. То есть, чтобы можно было не кликать вот тут вот пальчиком там, и смотря на картинку, просто отошел такой подальше и кликаешь на это, на клавишу, не глядя. Быстро, дешево, сердито. Собственно, вот такой вот был персонажик у нас. Мгм. Такой вот сейчас вырисовывается. Немножко Шикарно умный, вырисовывается. но зато градиент мэпы дальше у нас все сделают сами. Так, вот, градиент мэп находится в самом низу здесь. Я Мгм. сначала думал, что это обычный градиент, и думал вообще, каким образом он так может, ну, как бы, работать. А потом посмотрел, что не тот, я тыкаю. Вот, gradient map. И делаем сразу его по масочке на нашего персонажа. Вот, здесь какие-то цвета автоматически кладу. Ой, кладутся, странно, я не знаю, по какому принципу. Вот, нажимаем на вот эту вот, собственно, полоску. Мгм. И, ну, у меня здесь уже куча, Заготовленные, да. да, которые там какие-то старые, это раньше что-то экспериментировал. Вот, с кожей. Вот, Начинается кстати, вот волшебство, эти колдовство, 5 или читинг. сколько, типа того, это вот как раз у человечка взял, который
градиенты эти мне показал. Ну, как показал, не знал, что я их смотрю. Вот. Но потом я начал уже там золото делать. То есть вот у нас есть какая-то тональная штучка, и чувак, бац, уже там, типа, может золотым выглядеть. Золотой, да, уже золотая фигурка просто, а Да. не человек. То есть за секунду можно сделать... Да, то есть Слушай, вот читинг. в золоте хорошо, ну, то есть не хорошо, а в золоте было бы полезно, вот как градиент здесь выглядит у меня куча каких-то ползуночков. Это в полутонах где-то брать и другой, допустим, оттенок цвета Мгм. брать. Это может выглядеть вот так, где более-менее ровненько все. Может вот так. Ой, нет, не так. Вот так вот. Ну, это уже надо смотреть там. Вот, к примеру, цепи у нас такие могут быть. Так, но начнем мы с лица. Ам, А давайте тогда заново новый сделаю градиентик. К примеру, вот все поубирали. Есть у нас там, допустим, черно-белый изначально, но у меня здесь такой. Берем самый какой-нибудь темный момент, который у нас будет. К примеру, попробую идти по полоске вот по такой дуге составить градиент. К примеру, темный сам у нас будет такой. Мгм. Самый светлый, ну, для начала зададим что-нибудь такое, а там посмотрим. Вот, теперь создаем средний, который у нас будет обычный какой-нибудь полутон. Это уже смотрите как бы все на свой вкус и цвет. Мгм. Вот. Так, потом берем какой-нибудь еще. Ну, и так уже от темного к светлому сейчас будем составлять. Там, не, ну, будет круто, если по шкале вот этой цветовой будем ездить, чтобы Мгм. оттенки у нас были разные. Так, например, поставили такой. Здесь сделаем какой-нибудь вот такой вот. Хайлайт там, допустим, сделаем более желтоватым. И, ну, как бы уже смотрите, как реагирует на вашу картинку. Там можете ползунки типа подвигать. К примеру, кожу можно чуть более матовую сделать, чтобы она не так блестела. И потом ты, получается, для каждого внутреннего элемента тоже такую карту градиента разрабатываешь. Да, Для куртки, для там беретки его. ага, все верно. Вот, только здесь фишка в том, что этот градиент мэп, он как бы работает же на всю картинку, да? Мгм. Если создать новый градиент поверх, он будет реагировать и на этот градиент, Мгм. Да. и уже будет, исходя от него, Да. плясать. Вот, поэтому я обычно копирую этот рисунок свой, где мне нужно, и делаю градиент поверх него новый. То Мгм. есть, и уже на вот этот рисунок, на второй, я делаю маску. И Мгм. типа заливаю ее черным цветом, чтобы не видно было, и начинаю вырисовывать то, что мне типа нужно уже по этой маске. Вроде бы странный. У меня здесь цвет выбран на маске городский, поэтому он так херово вырисовывает. Мгм. То есть Вот, вот золото, собственно, собственно, вот мы золотую цепочку, и мы как раз так делаем, да? да. Легким движением руки, вообще не И, заморачиваясь, собственно, просто. вот мы, да, потратили время на рисование там в ЧБ, а дальше у нас вон уже, в принципе, ну, конечно, я обычно еще постобработку использую, но если это просто какой-нибудь концепт-арт проходной, вполне может такая отрисовка как бы сойти. Мгм. Да, отлично, отлично просто. Так, сейчас только, может, Причем здесь фактически нет грязи. Я так понимаю, что именно вот на это и рассчитывается. да. Естественно, ну, впоследствии можете поменять там какой-нибудь оттенок, то есть в этом плюс. Сделать не золотая, чтобы у него была железная цепь. Мгм. Ну да, то есть экспериментировать потом можно вечно, просто перебирая на разных слоях эти градиент мэпы. Да, сейчас вот поменяем градиентик, только сделаем не такое, может, какой-нибудь. Так, у меня тут какие-то еще последние есть, более желтоватые. Ну, пускай будет Шикарно. все не то. Вот такое белое золото. Ну, пускай будет Да. под реалистику больше такой. Угу. Шикарнейше. Вот. Дальше Ну вот, и опять например, же, дальше копирую еще одного, там градиент мэп для него делаю.
Так, создаю маску, Мгм. чтобы как бы теперь нарисовать только то, что мне нужно. А, так у нас же еще тут черепочек вот есть. Да. Черепочек тоже закрашиваем. Вот, и как бы, ну, по мере необходимости слои распределяю какие-то выше, какие-то ниже, к примеру, чтобы на одном слое закрасил, ну, допустим, вот на этом закрасил черепушку, а Мгм. если я захочу закрасить беретку, то я Да. создам уже под вот этим слоем, Мгм. мне не пришлось там аккуратненько опять вокруг черепка обрисовывать. Так, можно даже клык ему. Вот здесь вот Золотой, проблема да. в том, что клык на ЧБ я не красил с учетом, что это будет металл. То Да. есть нужно было бы больше, более рефлекс такие давать резкие. Так, тут какой-то косячок у нас вылез. Так, ластик. Включил ластик. И вот эту сейчас фигню сотрем. Вот. Еще такая маленькая фича. Мгм. Если как бы вы рисуете, и в какой-то момент вам нужно почистить хвосты, ну, там всякие мелкие пиксели, ну, для геймдева. Мгм. Вот. Достаточно просто включить, ну, какой-нибудь режим наложения, к примеру, stroke, и придать ему там какой-нибудь кислотный цвет. Вот. И он вам показывает все, ну, как бы лишние пиксели, которые якобы вы не видели. И если вам, ну, необходимо по работе, чтобы у вас все было четко, вот у вас есть граница, вы видите, где у вас грязь, которая может потом где-нибудь вылезти, там, где не нужно. Ну, и как бы подтираете. И все. Вот такой маленький пример из работы. Ну, а потом удаляете этот stroke. Так, к примеру, вот клык у нас есть. Мгм. Что мы тут еще? Вот это мы метальчик планировали сделать. Сейчас, к примеру, закрашу, потом сделаю его металлическим. Вот, и как бы, ну, подставлять там всякие, создавать новые градиенты именно на свой вкус, опираясь на свое, так сказать, владение в черно-белой, так сказать, работе. Потому что мои градиенты могут, ну, некорректно работать там у других людей, у которых ЧБ по-другому строится. Вот, кстати говоря, тут Анна пишет, что выложишь градиенты на Gumroad. Вот не выложу. Как бы, может, ну, парочку каких-нибудь таких бочатских, типа золота. Вот, теперь метальчик покрасили. Мгм. За секундочку. Да, буквально, и он уже вон. То есть дополнительные оттенки, к примеру, добавили. Можно Мгм. сделать здесь какой-нибудь зеленоватый оттенок. И будет у вас другой металл уже. Так, а теперь давайте-ка береточку тогда покрасим. Краповый берет. Краповый да будет. Да, краповый берет. У нас такой хозяйственный орк получился. То есть краповый. Так, вот большинство градиентов у меня нет. Ой, у меня уже есть, а которых вот нет. Это приходится уже при ситуации, когда там появляется необходимость делать. Вот у меня есть синий берет, сейчас пока что им закрашу. Это, видимо, когда я рисовал этого солдата 76. Пришлось сделать синий цвет. Ну, он как когда просто однотонный. Ну да, такой типа ну, не блестящий, а более-менее такой спокойный. Типа под ткань. Как будто бы ткань. Мгм. Вот. Слушай, Ну, ну ладно, реально ладно, ВДВшник получился в итоге. ладно, сделаем краповый тогда. Да. Вот сейчас придется, правда, оттеночки поменять немножечко. Так, сюда переходим, сюда. Мгм. Так. И вот тут как бы уже видите, что он может у вас в зависимости от того, ну, то есть независимо от того, какой у вас, допустим, тональный рисунок, вы Мгм. можете сделать его более блестящим, более там матовым, таким, ну, именно за счет еще градиентов, то Мгм. есть за счет вот этих ползуночков. Так, к примеру, Та же девушка спрашивает, ну а кисти? Ты кисти хотя бы опубликуешь? о, да кистью, да. На самом деле, ну, кисть я очень часто выкладываю, когда там появляется какая-нибудь интересная кисточка, я выкладываю. Могу выложить еще раз. Так, ну, допустим, такой крап вот получился. Можно Мгм. еще светлый участок еще сделать. Ну, как-то так, для начала.
Вот. И, кстати, чтобы сохранить градиент, вы просто нажимаете потом New, и он у вас Мгм. тут сохраняется. Вот. А все градиенты, чтобы сохранить, просто вот, ну, как бы нажимаете вот на эту стрелочку, и, как обычно, вот там Save или Reset Manager, типа, чтобы выбрать какие-то отдельные и сохранить их. Вот. Так, лицо. Давайте кожу, кожаную футболку, рубашку-то и сделаем. Так, опять масочку. Рисуем по масочке. Все пишут колдовство. Магия, колдовство. Да, Как пел Баста в свое время. да. Доллар 70, евро 100. Вот, собственно, какие-то у меня вот градиенты уже тут были с каких-то времен. Я тогда сейчас прям целиком так закрашиваю, Давай. чтобы он хоть выглядел чуть-чуть более цельным. Так, а руку так и не закончил. Ну, пусть будет такой небрежный. Вот, может, там вопросы какие-то есть? Да вопросов дофига, на самом деле. Я Да, просто все тебя не считай, перебиваю, не стараюсь. ну, сейчас уже творчество закончилось, считай, механическая работа началась. Марат Латыпов пишет, что он тебя любит. Ой, Вот, мы тебя тоже целуем, обнимаем. Хороший да, человечек. Долгих лет да. жизни. Так себе художник пишет, где лучше загружать свои работы, чтобы тебя увидели и тобой могли заинтересоваться, если, конечно, работа на уровне. Вот, как бы я давно, конечно, не лазил прям по большому количеству каких-то форумов, но вот уже много-много лет я сижу на DeviantArt. Говорят, что это помойка, но я там сижу нормально, чувствую себя как рыба в воде. Вот, и на DeviantArt мне часто пишут там с предложением о работе разного уровня как бы компании, там и какие-то Тебе прям с большие. девианта пишут? Да, ну там Круто. это месяц приходит на DeviantArt прям. Просто галерея-то у меня там есть, Мгм. уже большая. Вот. Так еще на ArtStation, но на ArtStation, ну, редко так что-то выкладываю, вот, поэтому не знаю, как там стоит. Вот, поэтому большинство мне приходило именно с DeviantArt, потому что там и художников много хороших тоже сидит, несмотря ни на что. И, видимо, работодатели тоже как бы лазят, смотрят. Мгм. Окей. Так, так и спрашивает. Вот Артур делает такое освещение из заготовленной палитры. А если в рисунке присутствует сложное освещение или наоборот темно, как он делает тогда? Сложное освещение Да. или освещение? Освещение чуть. Ну, то есть такое освещение из заготовленной палитры. Если в рисунке присутствует сложное освещение или наоборот темно, как он делает тогда? Такой Ну, вопрос. собственно, исходите из того, если темно, то вы особо не делаете там светлых, к примеру, объемов. Ну, как я вот сделал, с одной стороны светлый, с другой темный. Более-менее темный делаете. Либо делаете как обычно вариант, но просто уже на градиент мэпах делаете какие-нибудь темные такие градиенты, типа синенькие, холодные, без ярких этих, ну, хайлайтов. Сейчас я продемонстрирую, вот, к примеру, на этом чувачке. Если взять какую-нибудь синюю такую, то, в принципе, уже может сойти за ночь. Мгм. Объемы у нас есть какие-то. Ну, просто там, допустим, удалить вот этот там. Ну, уже посмотреть и по цветам какие-нибудь, как они в квартире заговариваться начинаю. В картине, как они, типа, смотрятся. Вот. Ну, опять же, все практика там. Так, что это делал? Я этот клал. Вот, залил я этого. И сейчас можно, в принципе, попробовать какой-нибудь подобрать оттеночек из уже имеющихся. А смотри, то есть, позволю уточнить, то есть после всего, вот представим себе, что ты этого прекрасного орка раскидал, то есть уже градиент мэпами там по каждому Ага. элементу, и уже что будет в финале? Что-то в финале будешь носить текстуры или какую-то постобработку? Если мне, ну, как бы по приколу, то я, допустим, начну там уже еще ручками обрисовывать где-то там еще более красивый там переход делать цветовой, еще что-то. Либо начну уже, ну, там дополнительными слоями, теми же оверлеями, там тени какие-нибудь накладывать. Вот, то есть, как бы потом еще прикольно так поработать именно руками дополнительно. Мгм. Так, пускай будет, наверное, таким. Так, сделаем тени только темнее.
И, может быть, поменяем оттеночек чуть более зеленоватый такой. Кстати, а насколько влияние рефов может повлиять на составление градиент мэпов? Потому что я понимаю, что если вот, условно говоря, ну, я буду про себя говорить, я начну делать Мгм. градиент мэпы, да, М. понятное дело, что первые там 100 у меня будут просто тупые, Ну, ужасные, они меньше. просто, да, здесь нужно очень хороший глаз иметь, то есть насмотренность дикую, либо просто брать и воровать эти градиент мэпы с картин других художников. Не, как бы и сяк можно. Если, ну, ты уже умеешь, допустим, рисовать металл без градиент мэпов, ты уже кучу раз это делал. Ты знаешь, что там какой-нибудь коричневатый добавлять, Мгм. голубоватый. Можно так. Можно брать какую-нибудь фотку, на которой тебе, к примеру, нравится там цвет древесины, и подстроить градиент мэп под это. Вот, то есть я делаю и так, и так. К примеру, если древесину какую-нибудь хочу, ну, такую взять хитрую, там, с зелеными оттеночками, гнилыми, я ищу, ну, какую-нибудь фотку такой там доски гнилой, и, ну, начинаю вот так уже играться с градиентами, типа, подстроить. Но это скорее какая-то именно частная работа, потому что, ну, вряд ли ты сразу же начнешь рисовать еще другую гнилую доску, где тебе этот градиент пригодится. Но может, конечно, и такое. То есть все-таки нужно использовать рефы. Ну, это все равно так же, как ты рисуешь, когда просто. Ты же не знаешь, допустим, как выглядит гнилая древесина, если ты ее никогда не видел, не рисовал. Ты берешь реф, цвета смотришь, как там. Тут то же самое. Ну, Вот. окейушки, хорошо. Но я так понимаю, что как раз основной плюс этого метода, то, что ты можешь даже работодателю представить сразу картинку в разных цветах и так далее. Думаю, да, можно так. Мне пока что не пригождалось, мне пока что это пригождалось только для личного, так сказать, побаловаться. Потому что на работе у нас сейчас немножко другие задачи, не буду говорить какие, но немножко другие. И вот так мне уже не приходится. Вот если б сейчас я работал на, допустим, подземельях, Мгм, я бы это активно юзал. То есть, потому что там у нас много золота у персонажей, мгм, цвет кожи у всех один, ну, цвет там кожаных изделий один. То мгм. есть общая цветовая гамма в игре есть. И то есть сделал такой черно-белый, бац, накидал там металлов быстро. И все. И тут плюс, что ну, если какие-то в компании есть общие градиент-мэпы, такое, конечно, вряд ли бывает, но в итоге. И разные бы художники просто делали ФЧБ и накидывали общий, так сказать, тон градиент-мэпа, и золото было бы у всех одного оттенка, если это требуется в проекте. Типа. А, Ну да, и не пришлось бы ничего подгонять. ну да. Так, сейчас тогда еще зубки накидаем. Так. Вот для кости у меня уже есть где-то 4 градиента Ух ты. разных оттенков. Признаюсь, что вот эти вот градиент мэпы кости я смотрел, ну, у него не было градиент мэпов, но у этого, у Джо Мадурейра из Darksiders там поглядывал именно оттенки кожи, кости такие зеленоватые местами, чтобы как-то разнообразить. Вот, и получились вот такие вот. Шикарно. Здесь, конечно, основная плюс этой техники, то, что все чистенько и нет грязи вообще. Ну, Просто. это еще достояние именно черно-белого рисунка, что редко используют какие-то черные тона. Ну, то есть только в определенных местах. Но да, также и это. И то есть вот, допустим, в любой момент можешь там поменять, посмотреть, как смотрится то, все, Мгм. сделать там золотыми зубы целиком. Обалдеть. Слушай, ну ты реально просто, если будешь когда-то в будущем выкладывать эти градиент мэпы, выкладывай их задорого на Гамроде. Они реально стоят того, если ты их сам долго так собирал. Вот. Ну, на самом деле не так долго, то есть просто по необходимости, когда было необходимо какую-нибудь тему новую, делал новый градиентик. То есть это такое наживал, скажем так, со временем. Так, брови покрасим. Будут они у нас какие-нибудь темные. Ну, пока что они светлые. Мгм. Ну вот, к примеру, сейчас закрашу и посмотрю. То есть я уже в своей жизни и так, и сяк, и эдак нарисовался в разных стилистиках с разными пайплайнами. И черно-белыми рисовал, и руками сразу рисовал. Сейчас вот у меня период вот так вот рисую. Посмотрим, что будет дальше. Эволюция куда махнет.
Так, градиент. Так. Ой, У тебя брови там же, где зубы, да? тереть-то лишнее забыл. Да. Такие черные зубки получились. Так, ну сейчас у нас брови какие-то коричневые, сделаем их более в какой-нибудь синеватый оттенок. Кстати, вот это градиент мэпа сейчас, который я тыкаю, это для афроамериканцев я делал. Ну, Ты не то, так, ты что так вежливо сказал просто. как бы для... Ну, просто мне всегда хотелось какой-нибудь там концепт афроамериканца сделать, как Аudi Austin делала, но по работе мне не приходилось таким заниматься. Вот, но всегда хотел, поэтому я что-то накидал какой-то там быстрый скетчик и вот сделал градиентик. Вот, кстати, такой прикольненький, типа с коричневыми тенями такими, пускай... Так что... что-то понаписал. Пускай останется... Да что такое? Ладно, вот так, окей. Вот. И сейчас... еще эти... как их называют-то? Вот тут, короче, десны Угу. делать. Сейчас, сейчас посмотрим, есть у меня что-то готовое или нет. Я понял. Слушай, ну реально просто вот эти перекрытия, я хочу просто проникнуть к себе в дом и сохранить себе на флешку эти градиенты, Я серьезно. живу на 10 Про- этаже. просто для того, чтобы посидеть дома и просто поэкспериментировать с ними, какие там прикольные цвета есть. Вот. Еще прикольненько, как бы вот этим градиентом, градиент мэпом, к примеру, на стыке там чуть-чуть подблюрить. То есть рисунок-то ЧБ не тронется, а вот у градиента получится какой-нибудь там переход плавненький, где-нибудь в тенях там. Мгм. Так, брови, где у нас брови? Вот они, брови. Ну, к примеру, у бровей здесь можно такой сделать переходик. Сейчас, секундочку. Филя! Бедный кот уже кушать хочет. Ну, ты можешь отойти покормить кота, не Да, вопрос, мы тебя подождем. пускай терпит, я его дрессирую. Слушай, мне иногда Филя, у тебя респаунится что-то. Ты знаешь, как я понял, что на самом деле это не имя кота, ты просто какое-то заклинание произносишь, чтобы офигенно рисовать, оно у тебя нуждается каждые 2-3 часа в подпитке. Потому что у тебя меняется голос, ты в сторону что-то кричишь. Что делал? Да, фусрода, там типа того, знаешь, каст ты себе ставишь и все. Так, посмотрим, что мы тут можем с деснами сделать. Ну, тут какой-то уже есть такой нежный десны. Ладно, сделаем для десен новенький градиент по-быстрому. Так, к примеру, ну, практически уже сделал. Вот, да. Сделаем чуть так более какой-нибудь, может, фиолетовенький такой. Люблю, когда десны такие фиолетовые. Маленькая такая у меня мания. Мне этот дядька, знаешь, кого он напоминает? Даже не орка, а была такая сказка, в общем, напоминает Кощея из этой сказки. Ну, вообще это достояние истории нашей. Да, там в сказке дело в том, что ну, там в современное время происходит, там Кощей как раз в армии, то ли десантником, то ли кем-то был Оу, таким вот, то есть такой брутальный дядька, и он там солдат тренировал, понятное ничего дело. себе. И у него как раз выражение лица очень сильно напоминает иллюстрацию из книжки. Не А, Нагиев там случаем играл. Нет, я не про фильм, это книжка. Книжка. Книжка, упаси господи, я не смотрю российские фильмы. Единственное, ну, имеется в виду, те, которые совсем уж плохие. Вернее, М, 90%. Наоборот, смотрю только те, которые вот очень редко мгм. такие. Кстати, фильм Так, «Пятница» ну, рекомендую всем. пятница. Да, фильм «Пятница» называется. Посмотрите. А сегодня праздник пива, нет? Ну, типа день пива. Не знаю. Что-то видел такую картинку, там, ну, куча бокалов пива, и такая надпись. Типа 5 сегодня, что, какой месяц? Август. Да, август. 5 августа, пятница, день пива. Я так полагаю, что это вызов. Ну, Ты мог бы озаботиться и сделать все более комфортные условия для стрима. не, я просто не могу, если я пьяный, что-то делать. Так это что вообще? Стрим стал бы веселее. Не знаю, я бы начал слова забывать. Бывало такое же. Да? У тебя были стримы с забытием слов? Ну, вроде как бывало, да. Ох, ну ладно.
Так, сейчас мы добавим дополнительных оттенков на кожу. К примеру, вот сейчас так жахнем и поменяем. Именно для того, чтобы лицу как бы придать дополнительных еще оттенков. Так. Да, может, еще какой-нибудь там вопросик, если есть. Вопросиков много. Сейчас еще у нас... Я говорю, мы так просто не закончим. Так, этот задавали. Сейчас, секунду, разберусь. Какой же вопрос задать? Вот. Ну, в принципе, тоже про объемы, но более по делу. У меня проблемы с объемами. Часто в процессе я их не вижу. Приходится, опираясь на веру, продолжать рисовать и надеяться, что сложится. А как у тебя? Всегда ли изначально сразу видишь, как свет и тень ляжет? Спасибо. Нет, не всегда это вижу. Бывает такое, что впоследствии, когда уже что-то нарисовал, там начинаю играться также со всякими оверлеями, там, софтлайтами, то есть создавая какие-то дополнительные тени, которых, к примеру, до этого не было. Вот сейчас продемонстрирую, как это работает. К примеру, кстати, вот еще одна фишка, что в большинстве случаев я теперь не делаю какой-то новый слой и там, выбираю вот так вот цвет, чтобы там что-нибудь покрасить. Я создаю вот такую фишечку вот из этой вкладки вот и ставлю Solid Color. К примеру, все заливается таким одним цветом. К примеру, ставлю, Soft Light. Вот. И фишка в том, что в любой момент вы можете поменять цвет. То есть просто кликнув вот по этому ярлычку, у вас вылезает вот эта панелька. И вы можете цвет менять. То есть даже если... а потом просто вот эту маску стираете и рисуете, к примеру, что вам там нужно. Вот такое. Но если вы, допустим, рисуете там на работе, и вам в какой-то момент придется, этот цвет снова взять, чтобы там дальше тень нарисовать, раньше я делал как? Ставил там снова норму, чтобы посмотреть, какой это цвет пикал. Вот. А сейчас вы можете просто 2 раза кликнуть, у вас тут отобразится уже все дела. Оттенок можете поменять. К примеру, сейчас вышла такая темка в тени. Отлично просто, слушай. Вот. Еще маленькая фишка. Я начал использовать активно вот эти вот из всех вот этих фишек и паттерны, и, кстати, brightness контраст. Я не просто там рисунок, сам нажимаю там brightness контраст, типа вот так вот. Так, это у меня, правда, motion blur вылез. Вот, и я ставлю вот эти фишки, то есть brightness контраст, он ставится как отдельный слой со своей маской, и здесь, можете вот как бы покрутить, вот так повертеть. То есть, и у вас этот слой, вы в любой момент можете поменять, там, brightness контраст, типа, сделать меньше. Можете по маске, допустим, вот тут где-то только это выделить. То есть не как раньше, там, brightness контраст, только на рисунок применили, и все, назад дороги нету. И вот такие фишки у меня висят как бы на протяжении, все работы там в PSD-шниках видят. Вот. Еще маленькая фишка, что, допустим, вот мы зальем все целиком таким, сделаем multiply. Давайте совсем вверх перетащим. Вот, у нас целиком все ложится, да. И кликаем на слой, чтобы вызвать вот эту панель Layer Styler. И вот эти вот шкала внизу такая, типа градиента, отвечает за то, как бы сейчас это выразится, как будет виден именно этот слой. Он будет виден либо самый темный, сейчас ползуночек подвигаю, к примеру, вот, тяну вот этот дальний ползуночек, и у нас этот слой активен только на те элементы, которые светлее, чем он. Или как-то так. Если вот этот слой multiply... Да, там свет и тень. Да, только реагирует там на светлые участки, к примеру. Это с зажатым альтом тянете, он половинку как бы тянет. Потому что здесь еще вторая половинка остается. Я этой штукой убираю. Если просто тянуть, то она очень жестко вот так реагирует. А с зажатым альтом нормально. К примеру, вот только на темные участки он реагирует. Multiply наш.
Вот. То есть местами может пригодиться такая мелкая фишка. Вот. Ох, я вот этой штукой как раз убираю, когда надо вычистить белый или черный. Знаешь, особенно когда Мгм. силуэтку берешь с фотки, вот просто офигенно Мгм. помогает. Ну да, это как бы изначально так и использовалось. Так, сейчас вот у нас есть такой еще дополнительный оттенок. Жахнем его на носик. Естественно, по маске подотрем то, что нам не нужно. Вот. Плюс на щечки, на веки. Вот так вот жахнем. Вот. Дополнительно всем, ну как всем, кому надо, конечно, нужно изучить цветовые зоны на лице, на теле. А на теле с этим более проблематично, потому что я не нашел никаких там схем, туториалов, как это делается. Мгм. А с лицом все проще. Это из классики, там, с классической живописи, типа у нас. Там, где лоб более такие, ну, немножко оранжеватые тона. Там, где, ну, типа щеки, глаза, губы, более розоватые тона. Там, где зона щетины, более какие-то зеленовато-серые тона. Вот, это, ну, в интернете найти не проблема на лице, а вот с телом сложнее, и как бы если кто-то найдет, я буду признателен, если поделитесь информацией. Вот. Ну, ушки тоже делаем более такими розоватыми. Вот. Собственно, один gradient map кладем на другой, и вот уже дополнительно. Так, ну и щетинку тогда сделаю тоже, и посмотрим, что там дальше. Окейушки. Ну, если хотя бы лицо закончим, за стрим будет шикарно просто. Потом будем тебя просто просить и ждать, чтобы ты закончил этого персонажа, чтобы он прям Вот. в тему. Во. Как бы эти градиент мэпы им еще можно придавать там стили наложения, типа мультиплая. Но это уже как бы колдовство, кому как интересно. Слушай, а Вот. ты много колдовства знаешь, однако. Да, и я так люблю побаловаться немножко. Так, сейчас мы подберем только более какой-то синеватый, что ли, оттенок. Вот. Это берем. Ну и можно там прозрачности, да, так, к нему, а целиком нашей вот этой штучки. Так, а что это он? Что это он как-то лег? Странно. А, я понял. Что тут надурил. Вот. Так, ну вот такой легкий, типа, оттеночек Мгм. придали, щетинистый. Опять же, нужно там выяснить методом тыка, где эта зона щетины находится. Причем у всех же людей она по-разному. У кого-то там, у одного, к примеру, вот сейчас покажу, вот медив, видно, да, что у него щетина идет вот здесь, где борода, и немножко где усы такие. То есть такой более зеленоватый какой-то оттеночек, сероватый. Вот, живописит она, живописит. Молодец. Все это нужно смотреть, изучать там где-то по крупиночке, создается вообще, значит, такая масса ваших знаний. Вот. Оттенки мне, конечно, у него не очень нравятся, они какие-то такие комиксные, но я думаю, к этому еще вернемся. Рано или поздно. Плюс, как бы, чтобы была более живая картинка, смотрите, чтобы там кожа где-то была, ну, более загорелая, типа, где-то менее, как на старых иллюстрациях, там, с этим, чуть не сказал об этом, с Конаном, вот. То есть у него там такие загорелые местами моменты. Так. Вот, ну, то есть сейчас такой процесс именно вот по крупиночке составления всех вот этих градиентов, где они должны быть, чтобы кожа смотрелась разнообразной. То есть просто добавлять чуть-чуть отдельных элементов. Ну да. Где-то вот можно такую светлую кожу типа использовать, где-то темную. Интересно, как много у тебя градиентов на одном объекте может быть? По-моему, бесконечное количество. Да не, я как бы не делаю градиенты там на каждый небольшой оттеночек. Это я уже на Overpaint потом руками Мгм. делаю. Слушай, а можешь развернуть вот этот градиент эдитор? Просто хочу посчитать количество твоих градиентов Да, конечно. Сейчас найду, тупо где любопытно. так, Preset Manager. Вот.
Те, Вот, которые у меня где-то в самом верху, я их, ну, не использую, потому что как-то раз там сделал, ништяк. и в итоге впоследствии там делаешь чуть-чуть уже сложнее. То есть вот сейчас на примере золота покажу. Так, золотишко. Изначально делал какое-то вот такое вот. Ну, вот это вроде тоже неплохо смотрится. Мгм. Вот, потом начал усложнять там другие оттенки добавлять. И как-то, ну, снова сохраняешь новый градиент там. И на старый уже как-то редко возвращаешься. Вот. Так, что-то я тут делал, но фиг с ним. Удалим. Вот. Такой вот человечек. Ну и потом, либо можно это все слить, либо вот добавить в папочку, чтобы она на память сохранилась. И далее рисовать уже просто на новом слое. Ну, к примеру, сейчас сделаем Solid Color, Мгм. продолжение моих всяких фокусов. Ну и дальше там Multiply, к примеру. Так. Снимаем. Ну и вот так вот можно делать тени, к примеру, если вы там упустили в какой-то момент что-то. Так, сделаем, чтобы они у нас... Ой, не столько. Чтобы тени у нас работали только на темные. Не, херня выходит. Тогда просто сотрем там, где не нужно. Мгм. Можно потратить, ну, как бы время и аккуратненько там где-то жесткой кистью еще это делать. Типа как сейчас, вот тут пожестче. Но я сейчас, наверное, просто мягко вот так вот жахну. Ну да, я думаю, что мы минут через 15 как раз закруглимся, потому что ты уже успел сделать просто конски много дофига. Так, ну и я все равно еще задам все остальные вопросы. Мгм, давай. Эм, Ну, человек с ником «Ленивая жопа» пишет: «Я знаю, что я люблю рисовать, но почему-то не могу заставить себя взять в руки перо после работы, работаю в геймдеве художником. Как бороться с ленью? Как борешься ты?» Блин, вот это, кстати, для меня тоже больная тема. После работы, потому что хочется вернуться просто и чем-то позаниматься другим. Сколько целый день рисовал, сил нет, и хочется чем-то еще заняться. Ну, тут, наверное, только самодисциплина и, может, какая-то мотивация. Я вот, ну, как бы обычно раньше приходил, а с работы рисовать не хотел, я садился там, играл там, что-нибудь, Overwatch, Destiny, что-то еще. Но в какой-то момент я поймал себя на мысли, что все это время я мог бы тратить на саморазвитие, то есть, потому что я бывало играл вообще там до 5 утра, ну, в любой день недели, в будни, еще когда-то. И я понял, что, блин, кучу времени я потратил на херню, вот. И, ну, начал себя стараться заставлять там по чуть-чуть хотя бы рисовать. Ну и сейчас, в принципе, у меня как-то уже отвык играть после работы. Я прихожу там, что-нибудь, ну, порисую, сижу, поем. То есть именно самодисциплина и, ну, в привычку поставить себе что-то рисовать, даже если не хочу. Какие-нибудь маленькие такие моментики рисовать. По-другому никак. То есть каждый, мне кажется, должен для себя понять, что ему нужно в жизни. Если не хочет рисовать дома, ну ладно, что тут поделаешь, устал человек. Но если ты хочешь развиваться, если ты хочешь становиться лучше, то приходится через «не хочу» все это дело делать. Вот, собственно, вот такой вот наложился этот. Отлично. Ну вот сейчас мне чем-то напоминает этого скетчбомб или как-то на DeviantArt ребятки динамичные такие всякие рисунки делают, у них как-то градиент такой тоже там присутствует. Мгм. Немножко напомнило. Так, кусочек спрашивает: сколько бесплатных тестовых заданий ты сделал перед тем, как получить первую работу? Нисколько. Как так вышло? То есть вот как раз, когда я служил в армии, Антоха Земсков уже устроился в сказку работать. Мгм. И он, ну, рассказал про меня там Пете Харитонову. И, собственно, пригласили меня потом уже, когда я вышел. Ну, вышел. Вышел. Теперь, вот, пригласили на собеседование и, ну, как бы сразу взяли. И на тот момент у меня были только карандашные рисунки какие-то такие хорошие.
Вот, поэтому мне повезло, сейчас бы с теми навыками, я думаю, меня никуда уже не взяли. Мне Женя Новосильцев рассказывал про эту историю. Да, было дело. В общем, мне на самом деле повезло, что в такое время попал к такому человеку, который поверил, увидел что-то во мне. Вот. И, надеюсь, не прогадал. Это... Так, следующее у нас. Мгм. Почти с нуля за 3 года в геймдев реально ли? А если да, то лучше ориентироваться на сладкую стилизацию для мобилочек или, возможно, при должном страдании можно только до этого дойти? Ведь 3 года достаточно маленький срок. Спасибо. Ну, 3 года на самом деле довольно большой срок, то есть много чего можно успеть сделать за это время. Главное желание и очень-очень-очень много практики, то есть любить это дело, рисовать каждый день. Вот я видел людей, которые, ну, начинали с чего-то такого обычного, там что-то в ЧБ-объемчики учились класть, уложить, как сказать, вот. И, ну, ВКонтакте выкладывались для ребят, чтобы они там что-то комментировали. Ребята им комментировали, сейчас очень-очень классные работы рисуют, ну, как бы уже. То есть они часто выкладывались, чем-то вдохновлялись, что-то пробовали. То есть тут главное желание и практика. Ну и как бы общение. Вот. Поэтому вполне реально, если, ну, как бы много трудиться. И Хорошо. вот Мгм. насчет мобилок, слащавых, вот это вот я не знаю, потому что, ну, смотря где ты хочешь работать. Если хочешь рисовать мобилки слащавые, тогда нужно портфолио затачивать именно под это. Если ты хочешь для каких-то забугорных там художников, там для Pathfinder рисовать, то тебе нужно пополнять портфолио именно ну, какими-то такими концептами персонажей, там с доспехами, с разными. Вот. То есть смотря где ты хочешь работать. Вот, Потому кстати, что если, допустим, хочешь где-нибудь в Blizzard там для рисовать для Хардстоуна, то, естественно, нужно рисовать стилистики Хардстоуна много. В разных формах фанарты делать. И тебя увидят, как бы возьмут и дадут тебе рисовать, если уровень позволяет. тут как раз вот вопрос на эту тему. Юлия спрашивает: Артур, я недавно получила академическое художественное образование, но портфолио в CSCG еще не имею. Возможно ли устроиться на работу в таком случае? А вот это вот. Если, ну, как бы в цвете хорошо работаешь, то в целом, да, куда-нибудь могут взять. Ну, то есть, естественно, возьмут, без работы не останешься. Только нужно найти себя где-то там, знаете, ну, создать портфолио, выкладывать, чтобы люди видели. И тогда, ну, спрос будет. А уж в какой компании, для каких целей, это уже вопрос не мне. Вот. Но лучше, чтобы подстраховаться, создать какое-то портфолио, вот, ну, с парочкой там персонажей каких-нибудь, может, иллюстрацию, если, ну, нужно. Но вот, на мой взгляд, я на самом деле давно не искал работу, вот, поэтому не знаю, как сейчас что обстоит. Но мне кажется, вот создать портфолио с несколькими там персонажами, типа концептами игровыми, которые будут соответствовать там требованиям по анатомии, по цвету, по дизайну, и, ну, выложить там на том же Девианте. И, ну, как бы Мгм. и заграничные, и русские, а уж доллары получать или рубли, я думаю, в образовании. Я предпочитаю сейчас с иностранцами только сотрудничать. То есть фриланс с иностранцами исключительно, да? Да, да. Ну, потому что почему-то многие, да, извините за звук мотоциклов, я просто живу в центре, и у меня, я живу на Садовом, здесь гоняют по ночам, простите. Это как раз байкерская колонна проехала. Ну, вернее, Было классно. спорт-байкерская. Вот. Сорян. Да. Так, следующий вопрос тоже в тему специального выделил. Тони Чоппер спрашивает: расскажи про Color Dynamics на кистях, пожалуйста, и как они у тебя настроены, пару слов. Ну, я Color Dynamics пользовался чисто в плане баловства, опять же. Ну, на некоторых работах. Мгм. То есть, когда там, типа, под натуральные какие-нибудь материалы или типа того. Но не привык к этому. К примеру, сейчас покажу вот Color Dynamics. Ставим тут примерно 50%, чтобы он варьировался от каждого мазочка, к примеру, сейчас панельку выведу. Вот, цвет этот и вот этот.
То есть тут стоит джиттер, он варьируется. Вот, здесь можно поставить вот, так, нет, там, блин, потерял, где эта фишка включается. Короче, ну вот с этими штучками надо поиграться. Тут brightness, saturation, и по-разному вот он реагирует. Так, то есть нужно потыкать всякие вот эти штучки, посмотреть, как они реагируют, там на fade, на pressure. Где-то здесь ставилась фишка, что галочка, что он не каждый вот этот вот маленький мазочек менять цвет, а один вот этот большой у тебя будет, допустим, одного цвета, другой большой другого, а не каждая вот эта вот маленькая штучка. Сейчас постараюсь найти, где-то включается. Вот, я толком сам уже не помню, что за что здесь отвечает. Ну, к примеру, поставим здесь какой-нибудь синеватый. Реагирует так. Saturation там ставите, чтобы меньше прыгал. И brightness, к примеру. Он будет уже более вот такие вот. Hue можно поставить, он вообще будет по оттенкам скакать. Либо будет исключительно между нашими двумя вот этими. То есть вот, ну, поставить по минимуму вот эти штучки, показатели, и смотреть, как они реагируют. Пулите это, видимо, вот насыщенность всей общей вот этой картинки. Так, а вот где же включается эта штучка, блин, я что-то уже потерял. Но может, у меня ее просто нету тут, в этом фотошопе. В общем, должна быть галочка. Вот, побаловаться можно. Ну, мне как бы не понравилось. Ну, то есть не пригодилось особо. Чисто, если хочется там выпендриваться в натуральной типа живописи. Это вот у многих художников встречается именно, знаете, где-нибудь парочка мелких мазочков таких. Чук-чук, чук. Ну, естественно, по нормальному цвету. Вот. Разнообразие просто в этих штрихах. Отлично. Слушай, ну, я тебя должен поблагодарить за сегодняшний вообще стрим. Ты столько полезного рассказал. Просто, во-первых, приходи к нам еще раз, начнем с этого. Обязательно. Вот, Если опять время появится. да, я очень надеюсь на то, что нам не придется снова ждать 1,5 года. Вот. Я прекрасно понимаю причины, потому что, как ты знаешь, у меня идентично то же самое, то есть такая же ситуация, но просто я надеюсь, что в будущем, не знаю, это просто тебе дадут заказ, ты купишь себе дворец огромный там с миллионом комнат, где можно слинять там в какую-то отдельную там комнату в башне, как Рапунцель, и прийти к нам на стрим. Это был бы прям ништяк. Но это придется, значит, конкретно поработать, чтобы замок все купить. Но дай бог, дай бог. Жалко, не успел, конечно, все докрасить. Думал, будет быстрее, но что-то вот как-то так. То есть подобный подход работает, собственно, и к бэкграундам тоже. Там в ЧБ сначала можно покрасить, потом общий как-то наложить, градиент мэп. Вот. Ну, на самом деле, хотелось бы, да, все-таки завершить этого человечка, показать, как его там в атмосферу вписывать и все такое, к примеру. Брать здесь более, если у нас атмосфера холодная, более холодненькие такие тона, потом брать где-нибудь по краю, где, естественно, ну, отражает свет. Рефлексики. Да, рефлексики, то есть, к примеру, где-нибудь в тенях там чуть холоднее такие, вот. А здесь я вообще хотел сделать дым, что он из дыма появляется. Не думал, что это будет десантник, но как-то так. Вот, собственно, такие дела. Хотелось бы все это еще рассказать. Обязательно. Ну смотри, еще есть несколько завершающих вопросов. Первое, ну тут такой совершенно офф-топовый вопрос. Просто сегодня много про рисование общались, а про личное не спрашивали. Артур, как относишься к спорту, к зожику в целом из-за нашего сидячего образа жизни? Ну, я вообще стараюсь как бы заниматься спортом. То есть зимой, на самом деле, как-то ленюсь, такой, ну, зима, чем не видно ничего. Не буду заниматься. Летом я стараюсь как бы заниматься. Правда, ну, не в спортзал хожу, а дома там отжимания, гирьки, штанги по мере возможности. Вот. Как бы стараюсь. Образ жизни не совсем здоровый, так как пью и все. Больше ничего не делаю. Просто я художник, я пью. Да.
Вот, но вообще стараюсь что делать. Вот, еще вопросы. Так, ну и давай два последних. Да, во-первых, обязательно перед последним вопросом мы всегда это просим сделать. Дай наставление начинающим художникам обязательно, вот, в обязательном порядке. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь, ребят, рисуйте. Рисуйте, главное, много, пробуйте разные, общайтесь с людьми. Просто вот сегодня вот, ну, по случаю начал вспоминать, каково было мне, когда я там какой-то свой рисунок рисовал. Это было очень непросто, там свет на камень класть. Со временем, ну, как-то научился, на практике там смотрел всякие картинки. То есть больше всего смотреть нужно. И рисовать, пробовать. Вот, сейчас я вот делаю такую фишку, подсмотрел в PSD-шниках у Сэма Нильсона. Скрин, ну, то есть с режимом наложения скрин с 30% прозрачностью, он очень успешно делает всякие дымки. К примеру, вот у нас сейчас есть. То есть они очень хорошо ложатся, ну, такими мягким светом, ну, у меня еще кисточка мягкая, конечно, вот, на всякие объекты, к примеру, можно там отражения всякие делать. Ну, к примеру, конечно, не будет видно, наверное, на глазах, но я сейчас сделаю жесткой кистью потом. То есть отражение от неба, к примеру. Также можно свет от свечек делать с помощью этой темы. То есть 30% прозрачность, какой-нибудь режим наложения скрин, и очень такие прикольные, как бы, чтобы там и в атмосферу вписывался лучше, и все такое. Вот. Такие дела. Вот, к примеру, сейчас рефлекс с темной стороны такой вот дать легкий. Вот. И уже, ну, как бы чуть лучше вписывается в атмосферу за счет того, что он, ну, как бы чувствует, отражает ее. Вот. Как бы все, наверное, что я хотел в данном случае сказать про дымки вот эти. Хорошо. Ну и тогда ладно, тогда завершающий вопрос, уже будем сейчас Мгм. закругляться. Он такой с юмором, и, в общем, мы уже некоторых людей просили сделать. Если бы ты мог придумать себе какой-то титул в сфере CG, какой бы титул это был? Ну, чтобы ты понимал, для примера, как вот Верехин придумался там «Царевич CG», у нас был Рома Куприянов, роман какой-то «Левый чувак» Куприянов там и так далее. В общем, какой бы титул ты себе придумал? А. Ну вот единственный мини-титул, который я себе придумал в Инстаграме, это сейчас посмотрю, что-то типа CG Mag, там 28-29 левела, типа что-то такое. То есть, ну, отражающий мой возраст. Нужно уже 30-ку поставить. CG Warrior, вот у меня, видимо. CG Warrior 29 левел. Такая вот им надо 30 уже поставить, я подрос. Вот. Такой вот титул. О другом я что-то даже не задумывался. Ну, ты мог бы там, не знаю, бог градиентов, там что-нибудь такое себе прописать. М. Я думаю, пускай лучше люди придумают. Вот. А я буду CG Warrior. 30 левел теперь. И будем расти. Так, а это я сейчас написал просто дымку изо рта. Чисто от них. Окей. Да. Вот. Ну, еще раз огромнейшее тебе спасибо за то, что пришел на стрим. Просто восхитительно, очень круто. Куча секретов. Тебе тоже люди писали это большое спасибо и так далее, и так далее, и Спасибо. тому подобное. Собственно, благодарности и все прочее. Очень тебя сильно ждем на следующий стрим. Надеемся, что он скоро будет. Ну, Но, собственно, зачем? всем ребятам до скорой встречи. Всем пока-пока. С вами были Алексей Мельников. Незримо, но с нами Алиса Хуснутдинова и Артур Гемальдинов. Всем пока. Спасибо. Всем пока-пока. Всем.